Здесь у меня 250 грамм муки высшего сорта. К муке я добавила 150 грамм обычного сахара. Перемешаем. Добавляем также сюда чайную ложку разрыхлителя. Я просто обожаю корицу, поэтому, если есть возможность, я всегда добавляю корицу в свою выпечку. Но это не обязательно, по вашему желанию. Добавляем чайную ложку корицы. И под конец сюда я добавлю орехи. Вот у меня здесь грецкие орехи, но можно любые орехи по вашему вкусу. Здесь у меня 100 грамм орехов. Франко просто обожает орехи. Я не встречала человека, кто так сильно бы любил орехи, как Франко. Я, конечно же, с радостью добавляю орехи сюда, но вы можете не добавлять, если вы не такой большой любитель орехов, как Франко. Кстати, я на день рождения Франко приготовила чудесный ореховый торт, и Франко был в восторге. Рецепт этого орехового торта есть на нашем канале. Обязательно посмотрите, ссылка будет под этим видео. Особенно если вы большой любитель орехов. Сухие ингредиенты готовы. Убираем. Вот наши бананы. Обязательно нужно взять очень-очень зрелые бананы. Чем спелее они, тем лучше. Для этого рецепта нам понадобится 3 спелых банана. Вилкой вот так вот разомнем наши бананчики. Посмотрите, так как они мягкие, их очень легко разминать. Добавляем к бананам 2 яйца. Той же самой вилкой вот так вот слегка перемешаем их. В чем прелесть этого рецепта, что очень просто готовить. Не нужны никакие приспособления, миксеры, там, кухонные комбайны, ничего этого не нужно. Вот, посмотрите, вилкой вот так перемешали, и все. Обязательно добавьте ванилин. И под конец нам нужно добавить 100 грамм сливочного масла. Если масло вы достали заранее и оно у вас очень мягкое, то добавляйте прямо так. Или же эти 100 грамм масла можно растопить, но обязательно дождитесь, пока эта смесь остынет. Не добавляйте горячим, пожалуйста. Добавляем сюда остывшее растопленное сливочное масло. Конечно же, перемешаем. Осталось только смешать сухие и жидкие ингредиенты. И все. Все, посмотрите, как просто. Осталось только выпечь. Вот в такой форме я буду печь банановый хлеб. Не забудьте обмазать изнутри сливочным маслом. Вот обертка от масла очень подходит для этой цели. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку минут на 50-60. Но, конечно же, смотрите по своей духовке. Проверять вы знаете как. Деревянной палочкой или зубочисткой втыкаем в середину и смотрим, сухое или влажное. Ровно 1 час пробыл банановый хлеб в духовке. Конечно же, я проверила вот зубочисткой. Он сухой изнутри. Кстати, банановый хлеб всегда вот так вот сверху раскрывается. Это совершенно нормально. Аккуратно достанем. Горячее, конечно же, помните. Вот так. Хочу также напомнить, что очень важно брать форму правильного размера. Вот эта вот форма у меня 23 сантиметра на 13. Теперь оставим этот чудесный хлеб на какое-то время, на час, на 2, чтобы он остыл хотя бы до теплого состояния, и можно будет насладиться этим чудесным банановым хлебом. Прошел час с небольшим, давайте теперь наконец-то разрежем и попробуем. Посмотрите снизу, посмотрите сверху, как он выглядит. Очень вкусно, это тоже наш любимый кекс.
Видны орехи, крупные кусочки орехов. Можете сделать мельче. Как я уже говорила, Франко обожает орехи. Благодаря вот этим крупным кусочкам он и наслаждается этим банановым кексом. Обязательно приготовьте и попробуйте. Что может быть лучше вот этого бананового хлеба с чаем и с семьей. Приятного вам аппетита!